Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я буду пересаживать вот эту орхидею. Многие, я знаю, ждут этого момента, чтобы посмотреть, сколько же на самом деле в этом горшке орхидей. 1 или 5. Поэтому сегодня мы вытащим и посмотрим, как она устроена. Я подготовился. У нас здесь 5-литровая емкость. Я решил увеличить, сделать побольше. Поэтому у меня есть вот такой горшочек двойной, такой же прозрачный, как я люблю. Есть грузик, вот такой вот камушек, который я отмыл, который я положу внутрь горшка, для того, чтобы орхидея не валила горшок на бок. Так как сам по себе цветок довольно тяжелый, он растет в бок и как бы переворачивает вот эту емкость. Субстрат я буду использовать вот такой вот, от компании Ovi. Я все эти годы использовал только такой субстрат. И он показал себя, как мне кажется, неплохо. Цветы развиваются очень хорошо, и поэтому я считаю, что это хороший субстрат, можно использовать. Выбрал момент, когда орхидея не в активной фазе. Хотя начинает она уже, я вижу, гнать пагоны для цветов на вторичном как бы цветении. И новые идут 2 штуки, и семенная коробочка на ней есть. Но я надеюсь, что наша пересадка не даст ей никаких вот негативных таких моментов, и она перенесет ее легко. Для этой цели я орхидею заранее полил, чтобы она была напитана влагой и имела возможность, так как мы нарушим корневую систему, и имела возможность восстановиться. Ну и, конечно же, опять же, после пересадки ее опять полью. Поэтому сейчас я вытаскиваю вот эту орхидею с этого горшка, смотрю, что там у нас с корневой системой. Если там все нормально, закладываю вот этот новый субстрат и потом уже полью. Вот план, по крайней мере, такой. Вытаскиваем орхидею. Так, один горшок. И теперь нам надо как-то ее вытащить. Можно немножко отжать, чтобы она от стенок немножко отошла. Есть. Так. Освободим немножко ее от старого субстрата. Для того, чтобы добраться туда внутрь и посмотреть, в каком состоянии наши корни. Как видите, она полностью заросла. То есть пересадить ее надо было в любом случае. Стараться надо не обломить корни. Итак, вот я освободил ее от субстрата старого. Она держится одной кучкой, одним растением. У нас оно не разделяется на несколько, так как это все одно растение. Смотрите со всех сторон. Все эти растения, они скреплены вместе. Первое мое маточное растение, вот это самая длинная ветка, которая идет сюда, и от нее растут все остальные детки. Поэтому я показал, как оно встроено внутри, чтобы потом не было разговоров.
Ну, в принципе, корни в очень хорошем состоянии, а и нету гнили никакой. Она полита, поэтому они немножко такие вот влажные. Но все в очень хорошем состоянии. Я думаю, что все будет здорово. Сейчас уберу этот мусор и будем садить ее в новый горшок. Я положу камушек на вот эту сторону. У меня орхидея будет расти сюда. И теперь закладываю туда субстрат. Некоторые воздушные корни я заложу внутрь горшка, а некоторые оставлю. Операция прошла удачно. Орхидея теперь у меня устойчивая. Она не падает. Ну, понятно, такой камень. Сейчас я ее залью водичкой для того, чтобы субстрат нашел свое место, корни немножко его обволокли, и таким вот образом оно прижилось. Вы видели, я вытаскивал это растение, смотрели со всех сторон, оно не разваливается на несколько растений, ни одно не отделяется детка. То есть это одно растение, которое закреплено на одном корне. Все эти детки растут с одного корня. И в дальнейшем я не собираюсь отделять этих деток, будущих деток. Я считаю, что такое выращивание орхидеи, когда она растет как ей хочется, это более правильное, чем то, что делят на много разных орхидей, которые живут отдельно. Ну, это уже дело как бы каждого. Я надеюсь, что эта пересадка прошла удачно, и я не потеряю вот будущих своих цветов. И здесь еще два пагонка цветовых, и самое главное вот эту коробочку семенную. То есть мы хотим еще попытаться размножать их семенами. Ну, это уже в следующих роликах. У меня еще будет следующий ролик, я думаю, через, может, 2 недельки, на тему, как долго держатся цветы на орхидее. Вы помните, была
орхидея, я летом покупал новую орхидею, она цвела, и она опять, я ее пересадил, и она опять выбросила новые цветы, то есть пересадка пошла ей как бы на пользу. И когда она сейчас наберет цветы, я покажу вам, как это все будет выглядеть. Я думаю, это тоже будет интересно. Ну, на этом, наверное, все. Я вам желаю удачи вам и вашим орхидеям. Пока!